Никогда не защищайся. Трюк власти Макиавелли. Открой силу молчания и стратегического спокойствия. Власть — это не просто контроль над ситуацией, это контроль над восприятием. В своей знаменитой работе «Государь» Никколо Макиавелли не раз подчеркивал, сила лидера не в его бурной реакции, а в его способности оставаться непоколебимым, особенно когда на него направлены обвинения, провокации или давление. Один из самых тонких, но мощных трюков власти — никогда не оправдываться и не защищаться. Защита — это признание слабости. Когда ты начинаешь оправдываться, ты демонстрируешь, ты уязвим, тебе есть что терять, ты зависим от одобрения. Люди чувствуют этот энергетический сдвиг. Даже если ты прав, даже если тебя ложно обвиняют, сам факт защиты переносит фокус сути на твою неуверенность. Макиавелли понимал, в игре власти не важно, что правда, важно, что воспринимается как правда. Молчание — это стратегия. Молчание — это не капитуляция. Это пространство, в котором ты сохраняешь власть над собой. Там, где другие теряют контроль, ты остаешься неподвижен, как скала. Люди уважают того, кто не паникует. Уверенное молчание вызывает тревогу у противника и интерес у наблюдателей. Это древняя техника, не раскрывай свои карты, пока не пришло время, и тогда ты будешь действовать, а не реагировать. Самоконтроль как форма авторитета. Общество управляется не силой, а восприятием силы. И когда ты не реагируешь на провокацию, ты создаешь иллюзию, что у тебя есть внутренняя мощь, о которой никто не знает. Это внушает страх, уважение и в итоге контроль. Макиавелли бы сказал, пусть лучше боятся твоей тишины, чем смеются над твоими объяснениями. Пример истории — Цезарь, Линкольн, Путин. Великие лидеры, от Юлия Цезаря до современных политиков, знали, на публичные обвинения не стоит отвечать в панике. Они сохраняли лицо, даже когда все рушилось. Цезарь шел по Риму с гордо поднятой головой, когда его обвиняли в узурпации власти. Авраам Линкольн не комментировал слухи, он менял реальность действиями. Владимир Путин, как стратег, часто предпочитает молчание или жесткую однострочную реакцию, которая не объясняет, а утверждает. Как применять этот принцип в жизни? 1. Не объясняй себя тем, кто не хочет понять. Кто обвиняет, часто уже принял решение. Защита не изменит этого, только ухудшит твою позицию. 2. Используй паузу. Вместо поспешной реакции сделай паузу. Это даст тебе силу и удивит других. 3. Контролируй эмоции. Не давай другим удовольствие видеть, что они тебя задели. 4. Отвечай действиями. Лучше один сильный результат, чем 100 оправданий. 5. Помни, власть любит холод. Там, где тепло эмоций, теряется расчет. Там, где холод ума, начинается контроль. Заключение. Власть — это искусство быть непоколебимым. Макиавелли учит нас не быть рабами общественного мнения. Защищаясь, ты ставишь себя ниже. Молча стоя в центре шторма, ты становишься его хозяином. Не защита, а внутреннее спокойствие, стратегическое мышление и уверенность в своей истине делают тебя сильным. В мире, где все кричат, тот, кто умеет молчать с достоинством, звучит громче всех. Never defend yourself, Machiavelli's power trick.
Discover the power of silence, self-control, and strategic stillness. Power is not just control over a situation, it's control over perception. In his legendary work The Prince, Niccolò Machiavelli emphasized repeatedly, the strength of a ruler is not in loud reactions, but in his ability to remain unshaken, especially under accusation, provocation, or pressure. One of the most subtle yet powerful tricks of power is this: never defend yourself. Defensiveness reveals weakness. When you start justifying yourself, you're signaling vulnerability. It shows you have something to lose, that you rely on approval. People feel this energetic shift. Even if you're right, even if you've been falsely accused, the moment you begin defending, you shift the focus from truth to your insecurity. Machiavelli understood, in the game of power, truth is irrelevant, perception is everything. Silence is a strategy. Silence is not surrender. It is the space where you maintain power over yourself. While others lose their temper, you remain unmoved, like a mountain. People respect those who don't panic. Confident silence unsettles your enemies and intrigues your allies. This is an ancient technique: never show your cards before it's time, and when you do act, you'll lead, not follow. Self-control is a form of authority. Society is not ruled by strength, but by the illusion of strength. When you do not react to provocation, you create the impression of inner power that no one can fully understand. This creates fear, respect, and ultimately, control. Machiavelli would say, "Let them fear your silence more than they laugh at your explanations." Historical examples: Caesar, Lincoln, Putin. Great leaders, from Julius Caesar to modern political figures, understood this principle well. When faced with public criticism, they didn't panic. Caesar walked through Rome with his head held high, even when accused of seeking tyranny. Abraham Lincoln never addressed gossip, he silenced it through action. Vladimir Putin often responds to criticism with silence or a one-line reply that asserts, rather than explains. Cold, calm, and calculated, that's power. How to apply this principle in daily life? 1. Never explain yourself to those who don't seek understanding. Accusers usually don't want the truth, they want control. Don't give it to them. 2. Use the power of pause. When accused, pause instead of reacting. It gives you power and shifts the energy. 3. Control your emotions. Never let people see they've touched your nerves. 4. Respond with results. One strong outcome is worth more than 100 explanations. 5. Remember, power prefers coldness. Where emotions burn, reason fades. Where calm exists, control begins. Conclusion: power is the art of being unshakable. Machiavelli teaches us never to be slaves to public opinion. When you defend, you submit. When you stand silent in the storm, you become its master. Not defense, but inner calm, strategic thinking, and confidence in your truth make you powerful. In a world where everyone is shouting, the one who can remain silent with dignity speaks the loudest.